Привет, я Саша Капуста, это канал Делать шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FONTLab. В этом уроке мы с вами разберем панель Variation. Чтобы нам было легче работать с вариативностью, когда в нашем шрифте более чем два мастера, нам очень пригодится панель Variation. Давайте ее разберем. Она представлена у нас в двух видах отображения. Первый — это Variation Map, который позволяет нам видеть расположение мастеров на вот этой вот площади, так сказать, пространстве вариативном. Мы можем двигать виртуальный мастер, чтобы видеть в реальном времени интерполяцию. Можем переключаться на них. Здесь у нас указаны координаты. Можем, в принципе, их прописать вручную и так далее. Можем даже переключать их между собой, чтобы менять их местами. Иногда это бывает удобно. Например, если в вашем шрифте больше, чем две оси, то можно между ними переключаться. Если я, например, добавлю сейчас вот здесь ось, например, вот эту, жму Apply, и теперь у нас появился вот такой вот, скажем так, вот такой вот ползунок вариативности, который позволяет нам ее изменять, потому что одновременно три вот здесь мы отобразить не можем, но мы можем между ними переключаться. Например, вот так я могу переключиться между ними. Если бы у нас здесь что-то было, то, разумеется, мы бы это увидели. Вот здесь мы тоже можем включать то, что нам нужно. Вот, когда у нас их много, они, соответственно, вот здесь все дублируются. Это такой визуальный способ работы с вариативностью. Второй способ отображения панели Variation — это у нас называется Variation List. То есть список всех наших осей в виде простого вот такого списка. Если мы сейчас это дело раздвинем, то мы увидим, что, во-первых, три ползунка вариативности, которые позволяют нам каждый параметр индивидуально двигать, при этом мы можем его включить, чтобы анимировать, например, в зависимости от ситуации. Можем вот так вот двигать, чтобы посмотреть, как у нас вообще все работает. Можем добавить новые инстансы, чтобы, допустим, я сейчас сюда нажму, перейду в панель Font Info, я увижу, что у нас вот здесь добавился новый образец, который, скажем так, примерное название выбирает исходя из того положения, в котором он находится. Но если я сделаю их несколько, посмотрим, что будет. Например, вот здесь сделаю инстанс, вот здесь, здесь, здесь. Посмотрим, что у нас получилось. Вот он, в принципе, делает, но даже иногда он их дублирует, в зависимости от того, где они находятся. Вот здесь почему-то он ничего не добавил, что странно. Ну ладно. И, соответственно, если нажму сюда, у нас теперь вот такое огромное количество несуществующих мастеров. Видно, что они дублируются по вот этим вот названием. Но нам это не нужно, поэтому я вот это удаляю. Здесь все обновляю и жму Apply. Вот, отлично. Вот здесь у нас список всех текущих инстансов, которые определены во вкладке Instance со всеми ее координатами. Здесь мы можем, что мы здесь можем? Скрывать какие-то, видимо, то, что мы скрываем здесь, отображается вот здесь. Можем добавлять и удалять какие-то инстансы, если нам это требуется. И это касается у нас отображения вот этой части. Можем ограничить вот эту анимацию, если сможем попасть вот сюда. Вот я ограничил, теперь вариативность работает только между вот этим диапазоном, если мне нужно посмотреть там детально какой-то конкретный диапазон. Так, вот это мы убираем на место. Все, лишнюю ось я удаляю, потому что она у нас не нужна. Это все обновил, сохранил. Все, окей, это мы тоже сохраняем. А теперь давайте посмотрим, какие у нас доступны кнопки для того, чтобы работать с вариативностью. Возвращаемся в отображение Variation Map, карты вариативности. И здесь мы можем обнаружить вот такую штуку. Есть тут стрелочка, и мы можем ее отобразить. Допустим, вот эту стрелку я могу вот так сделать. Что это мне даст? Это мне даст отображение интерполяции от стартового значения до финального значения, и между ними вот несколько образцов он мне показывает. Конкретно сколько именно он показывает, где настраивается, это я не скажу, не знаю. Но зато можно посмотреть, как, например, выглядит наш шрифт при интерполяции от его легкого узкого до
насыщенного узкого. А вот так мы можем посмотреть, и, например, если нам нужно сделать какой-нибудь скриншот или еще что-нибудь, можем сделать. Но показывает он так только одну букву, судя по всему. Что мы еще можем сделать? Можем, например, посмотреть, как выглядит и как происходит интерполяция от самого легкого узкого до самого жирного и широкого. Вот, но при этом, когда мы включаем вот этот режим отображения интерполяции, мы не можем пользоваться окном вариативности. Если перейдем сюда, тоже ничего не работает. И вы можете подумать, что у вас что-то сломалось. На самом деле нет, просто нам нужно зайти в настройки, вот они указаны здесь, и вот здесь выбрать способ отображения вариативности. Нас интересует вот этот первый, либо второй. То есть вот эту штуку можно убрать, если у нас, например, один вот такой режим. Если мы ее включили случайно, она никак не отключается, достаточно вот здесь переключить на любую из этих двух кнопок, и тогда у нас все возобновится. Идем дальше. Нас интересуют вот такие штуки. Мы можем включить здесь сетку. Ее здесь почти не видно, но она вообще-то есть. Причем с каждым разом она все менее заметна. Я даже не уверен, ну, что-то там отображается, но как-то прям совсем ее не видно. Вот, идем дальше. Следующая кнопка позволяет нам сортировать контуры в нужном порядке. Ну, то есть элементы. Например, у нас не совсем работает правильно интерполяция. Мы можем включить вот эту кнопку и можем включить вот эту кнопку. И он автоматически на лету их перестроит так, чтобы вариативность работала. Но я, как правило, не пользуюсь этими кнопками. Почему? Потому что я хочу видеть, что если у меня между мастерами есть какая-то ошибка, я лучше ее починю, чем FontLab за меня ее как-то там придумает и исправит, но при этом в оригинальной букве, оригинальном слое она все равно останется этой ошибкой. Поэтому такие штуки я отключаю, чтобы просто они не вводили меня в заблуждение. Вот. Но вообще они, конечно, да, помогают решить эту проблему, но как это на экспорте будет, непонятно. В общем, я их держу выключенными. Следующая иконка позволяет нам включить и отключить режим редактирования между слоями. То есть, когда мы с вами добавляли либо удаляли какую-то точку, мы включали Edit, Match Edits. Здесь эта клавиша позволяет нам сделать все одним нажатием. Нажимая на нее, мы видим, что вот здесь у нас отключилась эта настройка. Включаю, и настройка включается тоже. То есть, по сути, то же самое, просто в другом месте. Поэтому можно пользоваться, включать и выключать. В принципе, достаточно удобная штука. Следующая кнопка нужна нам для того, чтобы вернуть положение вот этого курсора виртуального на дефолтное положение. Что такое дефолтное положение, что такое дефолтный мастер? Дефолтный мастер — это тот мастер, у которого в иконке картинка обведена вот таким синим квадратом. Как это определяется? Мы задаем это в font.info. И вот если я нажму на нее, она вернется в дефолтное положение, как раз именно вот сюда. Вне зависимости от того, что у нас здесь выбрано, этот курсор, он как бы прилипнет к этому положению. Как определить, что он дефолтный? Во-первых, визуально вот здесь, а во-вторых, это мы выбираем font.info, поэтому я захожу в font.info, перехожу во вкладку мастер, и вот здесь мы видим вот такой синий кружочек напротив слоя medium, и он у нас выделен жирным. Это значит то, что он дефолтный. Что это значит? Это значит, что все какие-то изменения расчета в этом шрифте будут происходить от этого мастера. Первое. Второе. Когда мы открываем в какой-нибудь программе наш вариативный шрифт, по умолчанию он же должен нам показать какое-то из начертаний. Вот именно дефолтное начертание он-то нам и показывает. Дефолтный мастер мы сразу видим при открытии этого шрифта. Потом мы уже можем выбрать другие начертания. В общем, это то, что в первую очередь видит пользователь, когда открывает ваш шрифт. Поэтому это дело мы закрываем. Следующая кнопка очень удобная, она позволяет нам сделать глиф мастер, либо мастер для всего шрифта в текущем положении. Например, я работаю с какими-то буквами, и, например, вот в букве Ш у меня как-то не очень что-то получается, интерполяция не очень красиво происходит. Я могу поставить именно в конкретном месте, вот, например, вот здесь, сделать соответствующий глиф мастер. Я жму плюсик, и он мне предлагает добавить вот конкретно в эту локацию, сделать глиф мастер. То есть глиф мастер — это то, что будет влиять на интерполяцию внутри текущего глифа, на другие глифы это влиять никак не будет. Либо я могу сделать в этой точке глиф мастер для всех выбранных на панели фонд Window выбранных глифов, то есть именно в этом месте в одном и том же. Либо могу сделать глиф мастер для всех глифов разом, но при этом это просто будет глиф мастера, которые между собой никак не взаимодействуют,
но взаимодействуют каждый в своем глифе. И можем сразу сделать полноценный мастер, добавив его в фонд инфо. То есть это уже будет полноценный мастер, у которого будут свои там параметры по характеристикам там, насыщенности там, и так далее и тому подобное. Ну, в общем, обычный мастер. Вот, допустим, нас интересует только в конкретной букве, я могу для текущего глифа выбрать и нажать ОК. У нас добавится вот такой слой, который набран не жирным начертанием, а обычным. Но при этом у него есть вот такие координаты. Это значит то, что это не просто слой, а слой, у которого есть координаты. Значит, он влияет на текущую букву при интерполяции. Но при этом он не жирный, вот здесь, и у него нет названия. Значит, он не является мастером. Что это нам дает? Допустим, вот здесь, конкретно в этом месте, мы видим, что у нас появилась вот такой вот мастер, но при этом, если переключить на следующую букву, у меня здесь ничего не будет. Возвращаясь сюда, он у меня есть. Я могу здесь, например, конкретно вот в этом мастере сделать вот так. Так, вот так. И, как видите, у нас здесь опроши стали нулевые. Вот здесь они не нулевые, здесь есть какое-то значение, а здесь не нулевые. Почему? Потому что у меня здесь стоит выражение в метриках, которое ссылается на букву H, но в конкретной текущей координате буквы H не существует, поэтому он ссылается туда, но там ничего нету, поэтому здесь он значение выдает 0, поэтому по идее здесь мне нужно выставить вручную какие-нибудь значения, например, там 10, чтобы не было конфликта при экспорте. И на что это повлияло? Вот сейчас, допустим, я этот мастер оставил включенным, и я начинаю вот так вводить. Мы видим, как у нас буква, проходя вот этот порог, она немножко вот так вот изменяется. Я могу его отключить, сделав его сервисным, и теперь он никак не влияет ни на что там нам не мешает и так далее. Могу включить, и он, соответственно, вот так влияет. Зачем это нужно? Мы это проходили в уроке про глиф мастера, про мастера в целом, и поэтому это просто вот конкретно просто в рамках обзора этой панели полезная штука. В общем, это нам не нужно, поэтому я удаляю этот глиф, удаляю для всех глифов, если у меня он где-то еще есть, либо для текущего глифа. Смотрит он по названию. Если название в виде вот таких координат есть, он просто все подобные слои в других буквах тоже удаляет, если я выбрал соответствующую кнопку. Ну и последнее позволяет нам при нажатии добавить мастер в текущем положении, судя по всему, либо просто создать полноценный шрифт. Например, я хочу быстро создать шрифт. Я просто могу выбрать любое место, нажать сюда, FontLab сразу все просчитает и создаст мне полноценное начертание, которое в целом, если мы посмотрим, все здесь почищено уже, все работает, но при этом сохранились какие-то настройки, вот именно в общем, он, грубо говоря, создал копию нашего проекта, но только в котором только одно начертание. Если мы зайдем сюда, мы увидим, что это просто обычный регуляр с вот такими характеристиками. В мастерах вот здесь ничего нету, потому что это одно начертание. То есть быстрый способ создать копию проекта с одним конкретным начертанием в конкретном положении вот этой панели вариативности. В общем, штука удобная, вполне полезная. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.